Любителям поглощать контент на Рутубе привет, остальным ссылка в описании. Всем быть, всем смотреть мой обзор на ангоинги. Спасибо! А теперь поехали! Знакомьтесь, главный горемычный работяга, трудяга, офисный силач Курота Накана. И ему, понимаете ли, снова нужно остаться допоздна и кому-то с чем-то помочь. Обидно? Обидно. Досадно? Досадно. Ну ладно, так и быть, всякие духи это видят, и одна даже готова отправиться помочь бедняге. Зовут Сенка. Из документов уши, хвост и все. Ну, в смысле, все. На этом водная часть закончилась, и дальше будет ежедневная готовка, уборка и встречи с работы. Правда, в первый раз ГГ несколько удивился, что в его квартире завелась какая-то лиса. Подумал, дверью ошибся. Закрыл, сверился, нет, не ошибся. Действительно, в жилплощади пополнение. Причем не только ушастой, а еще и свежеприготовленным отменным ужином. Так что не стоит ждать, пока остынет. Вопросы остаются на потом, пора почевать. Приятного аппетита! И вот представляете, Накана пока наворачивал стряпню за обе щеки, вдруг заинтересовался, с чего бы именно к нему такая забота и кто такая гостья, если говорить поподробнее. Ну, Сенка так прямо сразу и выдала, мол, в каком-то неоплатном долгу перед семейством горемычного. И вообще ей уже 800 лет, и вообще она просто чисто по-нечеловечески устала наблюдать за тем, как бедолага страдает, устает и испытывает трудности. Короче говоря, можно считать, случилась удача и везение, одобренные высшими силами. И действительно, какой-то там долг, недолг точно однозначно существует. Не зря же у ГГ флешбэк с бабулей, которая готовила прям ну точно такую же вкусную похлебку. Да. Что хорошо, питание не единственная услуга. На самом деле ушастая может исполнить прям вообще любую просьбу и надобность. Что плохо, главный герой Фури, ё-моё, захотел потрогать, погладить хвост. Сам процесс я не стоит благодарности скипнул. И еще пару флешбеков тоже да, и сон на коленках, да. Пожалуйста. Доброе утро, опять в школу, то есть, простите, на работу. Завтракать времени нет, и без того можно опоздать. А это не нужно, потому до свидания. Понятное дело, что это вообще не дело, отдыхать тоже нужно. Так что для комплексного отдыха и всего хорошего Сенка и квартиру прибрала, и полы вымыла, и все остальное домашнее хозяйство исполнила. В итоге можно, вернувшись, успешно наесться, помыться и самое-самое важное – почистить уши. Самому горемычному с этим точно не справиться, хотя, вернее, может быть и да, но выбора все равно нет. Прочисткой займется ушастая. Только взамен придется пообещать потрогать собственный слуховой аппарат. Но мало-помалу, кадр за кадром, минута за минутой процедура оформлена. Внеплановый короткий сон вместе с флешбеками о далеком-далеком несуществующем прошлом тоже в наличии. Теперь, выходит, осталась другая обещанная услуга. Чтоб вы знали, мех на ушах типа другой, по структуре, жесткости, мягкости и так далее в соответствии со списком достоинств. Но вот совать пальцы куда не следует, это уже было лишним, простите. Впрочем, вечер пролетел незаметно и уже спать пора. И вообще не важно, не имеет значения, что обычно Курота проводит в лежачем положении не больше 4 часов в сутки. Сегодня все готово к тотальному сну. Под всем подразумевается прогретое на солнце одеяло. Пора одним словом спать. Только видите ли, горемычному вдруг стало как-то неудобно, некультурно, совестно, что гости и так выполняющие все хозяйственные мемы лежит на какой-то подушке. Есть ведь гостевые футоны, вот это все. Да, Сенка так и поняла. Накана в край обнаглел и хочет спать в одной постели. Ну, раз хочет, значит надо. А утром, что вы думали, будет завтрак. Потому как негоже уходить голодным бессильным. Чтобы не быть слабым, полагается миска риса и все остальное. Ну там, знаете, объятия перед трудовой сменой, крики, возгласы до свидания, прощания всякие. Короче говоря, шум, нарушающий тихую, мирную, спокойную жизнь соседки. К слову, Ясука уже пришла и случайно застала очередные финты с ушами. Теперь срочно звонит в полицию. Одобряю. Но подождите, стойте, не нужно. Сейчас герои все как-нибудь объяснят, помолчат, подумают. Как бы так попроще сказать, что Сенка уже великовозрастная и ей все можно. Спойлер, никак. Пока Курота думала над тем, какие подобрать слова, ушастый уже успела пригласить Пятиглазую в гости на остатки обеда, после которого уже и шум не мешает, и проблем никаких не предвидится. Остался только один последний вопрос. Жена ведь косплеит какую-то там героиню из какого-то аниме, правда? Но тут Сенка даже спросить не успела, а кто такие эти ваши аниме, как Накана оперативно рот закрыл, головой одобрительно кивнул, говорит, мол, да, все так, все правильно, верно, аниме, мультики, именно оно. Итого все рады, довольны, договорились кормить голодную фрилансерку, а еще тот самый кринж по телевизору все же пришлось посмотреть. Что до вечерних дел, так с готовкой придется повременить. Для начала ушастой нужно сходить в магазин за продуктами, а то провизия, подаренная прихожанами храма, уже все, закончилась. Благо, одной идти не придется, горемычный тоже отправляется за компанию. Плюс, мало ли вдруг понадобится помощь, прикрытие, пояснение окружающим за наличие меха. Если что, не волнуйтесь, не понадобится. Проблем не будет, сложностей тоже. Все нужные товары есть на полках. Даже не сезонные и даже надлежащего качества. Уж Сенка точно знает, она как-никак богиня земледелия и плодородия. Вот. Контрольная закупка завершилась обоюдоострым соглашением повторять процедуру каждые выходные. Картошка проросла. И из важного, в очередные выходные вместо отдыха будут экстренные сверхурочные. Значит, утром нужно прям точно обязательно проснуться. Только старухе звук будильника вообще не нравится, так что предложение следующее. Она сама разбудит
прям точно, обязательно, прям 1000%. Все так, все правда, разбудила. Только горемычному хочется еще, 5 минуточек всего поспать. 5 так 5. А где 5? Там и сон до вечера, а офис теперь топать поздно. Можно дальше отдыхать прям до самого утра, чтобы получился здоровый 30-часовой сон. И снова новый день. А работа, представляете, старая. Простите. На сей раз Сенха придется учиться пользоваться бытовой техникой, а то все эти ее мемы и схемы с духовным пламенем штука опасная. Тем более не зря же в квартире полный фарш, и кондиционер, и стиральная машина, и холодильник, и плита, и телевизор, и все это вышло из строя. Не повезло, пожалуйста, не бейте, простите, извините, еды сегодня не будет. Впрочем, Курота не расстроен. Главное, ничего плохого не случилось, и то хорошо. Из плохого клиффхенгер. По дозволению Соры, Шира собирается сама уладить, унять душевные боли, страдания ГГ. Обе новые ушастые, если что, тоже того. Богини. То есть вы правильно поняли, после очередной смены дома уже ждет еще одна живность. Во-первых, это плюс, потому что лишний род для опустошения приобретенных запасов еды не помешает. Во-вторых, вон, посмотрите, какой у нее хвост белый, а еще ее можно по голове погладить. И Сенха тоже можно, и того хуже. Шира взяла да использовала свои колдунские возможности, чтобы прочесть мысли Горемычного. Там, что вы думали, непреодолимое желание ухватиться за хвост. Удивительно, но эта лиса на такое не подписывалась, потому решила тупо сбежать через стену. Шокированная пятиглазая в планы тоже не входила, но это уже так, издержки производства. Мытье в ванной я, между прочим, скипнул, потому что, понимаете, не понимаете? Понятно. Блять, ты понимаешь, не? Кто-то нахуй смотрел. Это кто-то придумал. Это кто-то нарисовал. В эфир выпустили. Пиздец. Между тем у Ясука опять и снова галлюцинация в виде белых лис. А все то, что Шира ошиблась дверью и вошла не туда. Пункт назначения по соседству. Спросите, по что ей сдался Горемычный, зачем она снова объявилась на пороге? Вот и я не знаю. Зато раз пришла, уже делать нечего. Придется вставать с кровати, совершать какие-то активности. Например, поиграть в компьютерные игры, поесть еды или еще лучше, объединить приятное с полезным. Устроить дуэль со ставкой в последний кусок провианта. К несчастью, Курота с треском проиграл. К счастью, он бы все равно никак не выиграл. Ведь у Белохвоста есть ультимативная способность чтения мыслей. Шансов было, шансов не было. Что до фрилансерки уже традиционного похода Сенка к соседке, так вот, плановый обед по расписанию. Плюс того лучше, в честь бардака в квартире можно прибраться примерно за 0 минут с использованием колдунства. Минус, спустя еще 0 минут, Ясука опять забросала жилплощадь всяким хламом. И все ради того, чтобы найти в шкафу купленный когда-то костюм горничной. Дело было давно, нужен был в качестве референса для рисунка, а теперь, то есть, пылиться без дела. Но раз размер как раз один в один на ушастую, нужно предложить нарядиться. Ведь по заверению Пятиглазой, всем нравятся подобные наряды, и муж точно будет в восторге. Заодно можно еще и фотосессию провести, и саму форму безвозмездно отдать навсегда в качестве подарка. А насчет ГГ, таким, честно говоря, не то чтобы да, но и не так, чтобы нет. Костюм сам хороший, но классические тряпки уже как-то ближе, роднее и по-домашнему. Ладно. Спина болит, помогите! Нет, стоп! Я не этого ожидал, простите, извините. Массаж с наступанием я не заказывал, поэтому возрадуйтесь, очередной скип. И что еще лучше, анекдот. Однажды некий Пифагор спросил Платона, сколько будет 2 плюс 2? 5, незамедлительно ответил философ. Математик посмотрел так подозрительно на собеседника и говорит, как же 5, когда 4? Платон ухмыльнулся, улыбнулся и отвечает, вот ты сам и ответил на свой вопрос, тогда зачем меня спросила, если и так знаешь решение? После этого Пифагор разучился думать. Интересный факт. Если смотреть это аниме на X2, вы не заметите, что что-то изменилось. Интересный факт номер 2. До сих пор никто не знает, кем и над чем постоянно трудится ГГ. Зато прямо как по расписанию всегда случаются переработки, из-за которых происходит опоздание по последний уходящий поезд. Но ничего, как раз в такую минуту Шира готова прийти на помощь. Не зря же где-то в парке караулила Горемычного. Как ей удалось добраться незамеченной, совсем другой вопрос. Но чтобы точно никто случайно хвоста не заметил, можно и пиджак одолжить. И представляете, белая готова абсолютно бесплатно помочь Накана попасть домой. А то если Сенка будет волноваться, это совсем не дело, негоже так не пойдет. Пойдемте лучше в портал, соединяющий любую точку с любой точкой. Пусть не быстрый, потому между делом можно как раз посвятить Горемычного в известность о действительных причинах такого внезапного появления ушастой. Оказывается, если вы вдруг не поняли по флешбекам, какой-то стародавний предок Курота когда-то помог лисе. Все, доставка на соседнюю улицу оформлена, за такое можно лайк поставить, дизлайк отставить и, как обычно, вкусно покушать. Благо еда уже давно готова. Не благо, про пиджак все забыли.
Досадно. Но есть и хорошие новости. Со следующего дня начинается вот это отпуск. Правда, продлятся плановые выходные примерно сутки. Но не беда. У Ширана на такой случай как раз разработан план по телепортации, порталам и прочим премудростям. Поэтому раз-два и готово. Все уже прямо посреди безлюдного пляжа. Даже Ясука прихватили с собой, пока она спокойно себе спала. Ну и теперь, значит, осталось выполнить все морские плановые увеселительные активности. В первую очередь искупаться. Обязательно напишите, как Пятиглазая собирается плавать в очках. А в вторую очередь волейбол. В третьей очереди не будет. У Сенка хрустнула спина. Одним словом, старость. Другим словом, ладно, вру, конечно, все будет. Не зря ведь фрилансерка купила оборудование на много миллионов тысяч денег. Есть почти все, даже портативный гриль. Не хватает только омаров, кальмаров, сардин и других продуктов питания. Получается, нужно исправлять ситуацию. Первыми, конечно, ушлепали Ясука с Шира куда-то далеко в океан. А Курота пошел осматривать окрестности на наличие магазинов. И представляете, рядом как раз оказался бар. За стойкой даже есть какая-то шляпкая особа. Говорит, мол, хорошего вам веселья, держите презент от чистого сердца для души и желудка. Благодарности не нужно, да и ГГ все равно не успел ничего сказать. Пока засмотрелся на предоставленное ассорти, незнакомка успела пропасть. Случилась, получается, мистика. Причем Сенка подтверждает, все так, все правда, ведь никаких людей в этом пространстве быть не может, как-никак остров находится между мирами. А попасть сюда только через портал и удастся. Что до горя рыболовов, так им удалось выудить водоросли. Впрочем, капуста тоже пошла в дело, а уже под вечер после плотного обеда ребятки порадовали себя бенгальскими огнями и еще лисьими огнями. Было красиво. Наверное. Тем временем кукинг. Пятиглазая учит пенсионера готовить гратен. Чтобы вы знали, вместо гратена случилась солянка из макарон, бешамеля, бекона и сыра. Так Шире еще и сахар не дали добавить. В общем, кринж. Научите автора готовить. А то получается, что Сенка повторила непонятно какой рецепт. И Накана все заглотнул за милую душу. Даже не зная, не подозревая, что в тарелке другое блюдо. Из важного пора подстричься. Процедура простая, несложная, заняла всего пару скипнутых минут. Бонусом еще случилось мытье головы. Оценка новой шевелюры 10 отличий от старой из 10. Из кринжового выпало примерно 0 снега. Но тем не менее, вы посмотрите, какой снегопад, метель, в такую погоду ну точно никак нельзя идти. А то работа не работа, вдруг поезда не ходят, а вообще температура ниже нуля, вдруг ГГ словит переохлаждение. Благо начальство тоже с придрью, смену отменили, поздравим. А раз так, и на труды не нужно, значит можно что? Правильно, прогуляться в снегопад, метель, такую погоду ну точно куда-нибудь. А нельзя идти, а то отдых не отдых, вдруг снежинки закончатся. Вот. Из кардинально очень прям сильно сюжетно важного и незаменимого. В гостях у Горемычного объявилась Сора. Она, правда, церемониться и пытаться поделить ГГ не планирует. У нее вон и так есть 4 хвоста. Зачем еще один? Вот именно, незачем. Ну, если что, все равно стоит ходить и оглядываться, а то мало ли что вдруг Курота когда-нибудь обидит Сенка и на очередной ужин вместо отменного хрючего будет тупо рис с рыбьей головой. Но за это все равно спасибо. И вот вы мне, кстати, скажите, а зачем японцы покупают рисоварку, если можно купить мультиварку? А вот я вам отвечу. Жаль, что в рисоварке нельзя делать мультиваринг. Блин, больно рукой ударился. Кстати, вот вам еще раз тот же самый, снова флешбэк. Но именно тот самый как раз из прошлого, когда молодой Горемычный потерялся в лесу, а лиса его довела до бабушки. Последний, кстати, уже того, не того. О чем говорилось в самом начале тайтла. Но это сами знаете, что, куда и как. Да. А в общем, к чему это все? От положительных воспоминаний на Сенка опять нашла ностальгия. Потому решено вновь придумать особенности встречи работяги. С фартуками, плакатами, консервами и прочими радостями. Кто и как все это будет пить, не знаю. Зато знаю, что пока Накана заливает в себя жидкость, он еще и может излить душу о том, как ему на работе плохо, грустно, начальник злой, несправедливый, власть пролетариату. Спокойной ночи. Впрочем, на следующий день, несмотря на горящие дедлайны, решено взять еще один новый отпуск. Но этот, в отличие от предыдущего, пенсия с героем проведут вдвоем. Ладно, вру, не проведут. Отец ГГ попал в аварию и теперь лежит в больнице. Делать нечего, здоровье близких важнее, нужно ехать. И в то же время, представляете, Сенка собрала манатки и срочно нужно куда-то отправляться. Из важного Курота наконец-то вспомнил, что тогда, вот тогда до бабули его довела именно ушастая. Поздравим! Пора позвонить на оставленный для связи телефон. Связи нет, до связи. Кому вдруг не плевать, объясняю. Тут такая, понимаете, драма, баллада, трагедия, лирика, беда, проблема, оказия. Сенка типа ушла, Накана ее типа ищет, потому что ну как же так, ведь и она, и Белая обещали посмотреть вместе новую серию того аниме, героев из которого, по мнению Пятиглазой, они типа косплеят. Но на самом-то деле ушастая никуда не ушла. Она просто решила временно удалиться в свой божественный мир, дабы набрать припасов, провизии, съестного, а там, представляете, Сора. Говорит, мол, завязывай
Ой, завязывай ты с этими попытками излечить горемычного от усталости и негатива. С прадеда моего, который тебя спас, ничего не получилось, и с этим не получится. Ну нет же, нет, все как раз получится. А если не получится, Сенка готова пытаться, стараться, усердствовать до самого скончания веков. Но на практике аниме внутри аниме куда более интересное. Короче, смотрите, там в центре повествования хвостатая волшебница по имени Йока. Ее, понимаете, постоянно пытается сфотографировать и таким образом изгнать какой-то енотик. Енотик! Понимаете? Эх, несчастье, в один из таких фотокадрировательных дней после фатального деления оказалось, что на Землю летит метеорит. И тут енотик понял, осознал, обработал, что был неправ, и вот зря так поступил. Но не надо печалиться, ведь в действительности Йока еще как живая, еще готова лететь, останавливать камень буквально собой. Все живы, целы, здоровы, всех спасли. Спасибо! Пожалуйста! Лису жалко. Хотя, простите, извините, Йока тоже в добром здравии и даже принесла всем жителям Земли, жителям планеты целый бюджет Австралии. Что до душного аниме, так Сенка тоже вернулась с горой еды и хорошим настроением. Потому герои посидели под цветущей сакурой, поели, попили и было даже друг друга спать и ложили. Но откуда ни возьмись, да взялись две другие подруги. И начали они вместе есть, пить, жить, поживать, да добра наживать, да смотреть вот то самое нормальное анимешное аниме. Да! Ставьте классы, мультиварки, гречку, рисоварки, мемы, схемы, подарки и прочие активности. А еще посмотрите, как много подарков есть на Рутубе. Отборный кринж, контент и главное, абсолютно бесплатно. Пока.